Только посмотрите, какая вкуснятина сегодня ждет нас в видео. Ну а тем временем я с вами здороваюсь. Привет-привет, с вами Алена. И в гостях у нас молодой человек, он школьник и очень-очень сильно боится. Поэтому приготовьтесь к тому, что в кадре он будет дергаться так, как будто мы его живьем там расчленяем, но на самом деле ничего подобного. Это тот самый случай, когда у страха глаза велики. Ведь примерно год назад ему посчастливилось побывать на приеме у хирурга, и там ему удалили ногтевую пластину, потому что уже было врастание. Чуть дальше будут кадры, на которых видны последствия удаления. А вот как раз они здесь, обратите внимание. Есть полосочка, это как раз та часть, где был надрез. То есть вот такая полоса, которая там останется и, к сожалению, уже не зарастет. Но прошел год после удаления, все было неплохо, и вот сейчас вырастание снова вернулось. Конечно, это причиняет сильный дискомфорт, это понятно по набухшему и воспаленному боковому валику. То есть вся эта часть у нас красная, понятное дело, что все болит. Также можем наблюдать гранулему, а вы можете наблюдать, как кусачки практически вонзаются вот туда куда-то в мягкие ткани, но на самом деле это не больно, это больше страшно, и после всего, что он пережил, конечно, он очень сильно боится и поэтому дергается, и вообще при виде любого из наших инструментов у него почти случалась паника. Его, естественно, можно понять, товарищ у нас просто натерпелся. Такое тоже бывает, таких клиентов на самом деле достаточно много, мы им объясняем, успокаиваем, потому что самое главное, наша задача — это изъять тот самый кусь, который всю жизнь нам портит. Поэтому совсем скоро проблема будет решена. Ну а теперь о причинах возникновения такого состояния у этого молодого человека. Тут все банально просто. Это элементарное неправильное подстригание. То есть, судя по всему, уголочки ему там где-то трут. Мы можем это наблюдать тоже по валикам. Они достаточно пышные, и уголки имеют тенденцию на врастание. Вот это видно особенно хорошо на третьем пальчике. И, скорее всего, из-за того, что ему некомфортно, он сам подстригает, потому что он так видит, он так себе представляет. И возраст, сами понимаете, подростковый такой, как хочу, так и стригу. Ну и вот результат не заставил себя долго ждать. Сейчас нас ожидает развязка, так скажем, кульминационный момент, потому что происходит именно на данный момент вырезание вот этого самого острого уголочка. Держать его приходится просто смертельной хваткой, потому что, не дай боже, он дернется, а у тебя в руках очень острые кусачки, и это вообще опасное дело. Вот посмотрите на наш кусочек. Тут обязательно пинцет нужен. Без пинцета, в принципе, шансов достать нет, потому что нужно немножко вверх-то поднимать его. И вот посмотрите на наш осколок, который впивался в мягкие ткани. Не мудрено, что там было воспаление, вообще более чем логично. Представляете, в любую часть мяса воткни такой кусок, и будет примерно такой же эффект через какое-то время. А сколько там находился этот кусок, вообще, конечно, никто не знает, но это прям жесть. И за то, что могу сказать, у него 100% после этого было колоссальное облегчение, и ушел он абсолютно довольный и спокойный. Вот так располагался этот кусочек ногтя там внутри у нас в тканях. Я думаю, что тут ничего больше объяснять не нужно. Конечно, домой даны рекомендации по уходу, по подсушиванию. Все это проконсультирован и он, и его родители, то есть за ним будут наблюдать. Мы объяснили все, что было в наших силах, мы до него донесли, чтобы больше не было таких неприятных с ним ситуаций. И, конечно, ни в коем разе, чтобы не случился больше хирург, потому что ему прям точно хватило. Это видно потому, как он нервничает на приеме. Но с этого момента он под контролем, и все будет хорошо. Наша контрольная рожица, как всегда, на удачу, чтобы пальчик был счастливым. Ну а с вами была Алена. До новых встреч, и не забывайте поставить лайк и подписаться.